Привет, дорогие друзья! Вы наверняка знаете, что существует уже система Е-донос. То есть Украина первое государство, которое ушло настолько далеко, что может, я шучу, наверное, не первое, наверное, где-то в мире есть аналоги, я слышал, что можно там анонимно стучать, все, но я не знаю просто на что стучат обычно в тех странах, в которых мы предположим, что есть такие же системы, но я знаю, на что стучат в Украине уже. Выдумщиком этой истории является вот эта вот мразота, это Михаил Федоров. Михаил Федоров является мразотой по нескольким причинам. Мразота Михаил Федоров лично он отправляет письма, в которых извещает международные компании о том, что тот или иной человек занимается террористической деятельностью, поэтому надо закрыть там криптосчет, еще там что-то закройте, заблокируйте канал на YouTube и так далее. Вот мразота. В свое время он получит такое количество исков, что вряд ли сможет их переварить, но это будет в свое время. Ну и плюс другие вещи вполне может получить с учетом того, что он делает. Он придумал DIA. Что такое DIA? DIA, система очень классная, потому что на самом деле облегчает жизнь, да? С другой стороны, если мы посмотрим, мы поймем, что это было бы невозможно в мире, чтобы команда президента, действующего президента, получила доступ, именно команда президента, получила доступ к личным данным граждан. Это невозможно. К личным данным во всем мире относятся очень и очень аккуратно, осторожно. Обжечься можно на личных данных. Здесь правая рука, левая рука Зеленского получает доступ к личным данным всей Украины. Картам, перемещениям, ко всему полностью. Для чего это делается? Для выборов. То есть теперь большой брат следит за тобой. Однозначно он знает о твоих передвижениях, он знает, где ты, что ты, с кем контактируешь. Если надо будет, он посмотрит твои транзакции, что ты покупаешь, какие лекарства ты принимаешь и так далее. Большой брат знает все. Зеленскому нужно это для того, чтобы однозначно выиграть выборы. Будет таргетированная реклама, отправлена каждому такому человеку. На такого каждого человека можно воздействовать, надавить. Это доступ ко всему. И никогда не было бы возможно, чтобы к такому имел доступ президент, действующий президент. Тем не менее, оно есть. На что стучат? Смотрите, вот, заходим на официальную страницу. Вот, пожалуйста, это я еще вчера писал в своем телеграме. Беременная от рашистов считает себя чуть ли не первой леди села, а ее мать готовит есть для русских. Получаем короткие, яркие сообщения с чат-бота Еворох. Уже 1807 доносов, они их называют заявок про коллаборантов, пришло в Еворох. Спасибо, что следите и сообщаете нам. И здесь дальше они рассказывают, что как это сделать, нажать, поведомит про коллаборанта, геолокацию, фото или видео коллаборанта. И вот и все. Беременная от русского. Вдумайтесь. Какое преступление. Вы знаете, что меня единственное только еще заставило не полностью разочароваться в нашем народе, так это комментарии. Потому что комментарии, что мне это напоминает охоту на врагов народа. Уже и детей стреляли и так далее. Серьезные преступления пишут. Стукачи подъехали. Теперь всех красивых и молодых на костер. Сейчас напишут, что встречаются с рашистами. Люди поняли, что это полнейший трэш. Что это перебор даже для современной Украины. Беременная от русского, это, конечно, это гениально. Что происходит вообще? Потом выяснится, что она просто отказала кого-то. Застучать можно каждого. Каждого, вообще всех без исключения. Они хвастают тем, что вот эти вот доносы, они все отправляют в СБУ. То есть все полностью вы имеете возможность настучать на своего соседа, который вам когда-то грубил, одноклассника своего вспомнить спустя 15 лет, и настучать на них. Главное сделать это с большим креативом, чтобы уж точно к ним пришли и испортили им жизнь СБУ. Начали вырывать ногти. Как обычно сейчас, что СБУ делает. Это не мои слова, это сообщение ООН. Мониторинговая миссия ООН сделала вывод о похищениях, пытках и внесудебных расправах, в частности убийствах в Украине. Необычный такой отчет. Что происходит, как это происходит вообще в других областях жизни? Смотрите, у нас адвокат Валентин Рыбин, вы наверняка его знаете. Валентину Рыбину был запрещен доступ онлайн
к судебному заседанию по запрету нашей партии. Да? Он выехал, он покинул, слава богу, территорию Украины, но им же надо каким-то образом выключить всех вообще адвокатов, которые работают со мной. Да? И Валентину Рыбину прилетело подозрение. Подозрение ему прилетело по статье 436, часть 2, изготовление, распространение коммунистической, нацистской символики, пропаганда коммунистического, национал-социалистического, тоталитарных режимов. Часть 2. Те же действия, совершенные лицом, которое является представителем власти, или совершенная повторно, или организованная группа, и тра-та-та-та-та. Сейчас я вам расскажу, за что ему прилетело это подозрение в таком тяжелейшем преступлении, распространении. Вот мне интересно, а подпадают азовцы под распространение нацистской пропаганды, да, своими телами, к примеру, у которых набиты наколки, свастики там? Ну, это просто вопрос риторический, конечно, не подпадают. Итак, читаем. Давайте прочтем, за что Валентину Рыбину это прилетело. В своем фейсбуке он опубликовал следующую запись. «Я не воюю в фейсбуке, здесь только те, кого уже не остановить. Ненависть, слепая месть, жажда расправы. Пока гремит оружие, закон молчит. Но я помню, как в 2014 году кричал закону: ваша честь, это же, что же вы делаете? Зачем же вы покрываете мерзость и откровенный бандитизм? Какая в жопу революция достоинства? Как можно оправдывать насилие над женщинами и детьми в мирных кварталах наших городов?» Я кричал, а на меня смотрели как на изгоя. Мне плевали в лицо, меня били, мне угрожали расправой, жгли мое имущество. Ему тогда машину сожгли. Мы, взявшие в руки оружие и славящие тех, кто гасил вечный огонь, кто срывал георгиевские ленты, кто разрушал памятники героям Великой Отечественной войны, кто стучал в СБУ на своих соседей, кто вас нагибал, обкрадывал, унижал, вы в самом деле готовы стать биоудобрением ради них? Вы что, накурились ура патриотических папирос? Вы что, не наигрались в войнушку в детстве? Или вы считаете, что у вас 9 жизней? Самки, одобряющие убийство самцами друг друга. Вы в своем уме? Да что вы будете делать, если эти самцы перевалят друг друга? Долбаные гиены, вы кому будете давать? Столбам или стручкам? Так зачем же вы постите раздротную мерзость про «повернись живым» и «вбий ворога»? Судьи ВАКС, судьи ВС, высшего суда, адвокаты, прочие юристы, схватившие автоматики и заселфившиеся в Фейсбуке. Вы уже всех победили, всех убили. Вы вообще хоть что-то понимаете в законах войны? Или вы в советской армии только калашами научились собирать, а мозги в 9 классе оставили? И я не воюю в Фейсбуке, я вышел из игры и вернусь в игру только тогда, когда будет говорить закон. Точка. Ну вот тут он попался, шпион, потому что закон он написал через Z. Вот, наверное, в этом фишка. Потому что других фишек я не нахожу вообще, я прикола в этом не нахожу. Я почитал, пару раз прочел этот текст, да, и не уловил вообще, а где здесь? Это уголовное какое-то он совершил правонарушение, написав этот текст, мысли преступления, да? На самом деле, смотрите, и в государство, в котором вот такие вот продолжают клепать вот такие вот подозрения, государство, в котором стучат на беременных, она беременна от русского, от расиста или там еще что-то, да, рашиста. Это не до государства, я остаюсь при своем. С 24 февраля я ни на грамм не изменил свое отношение к происходящему. Я как считал отмороженных ублюдков нацистов нацистами, так я их и считаю отмороженными ублюдками нацистами. Для меня у них не выросли крылья из-за того, что они схватили автоматы и побежали, там еще неизвестно куда они побежали. Может, в соседнюю квартиру насиловать кого-то. Судя по тому, что торнадо отпустили, я уже не удивлюсь ничему, да. Вот, и я считаю это государство недогосударством, в котором не действует закон, в котором беспредел стоит на высшем уровне, вот как бы и все. Просто хотел вас известить о новых приколах этого недогосударства. А еще, ну так знаете, параллельно, хотел немножечко, не то что плюнуть в рожу, а немножко попытаться разбудить всех тех, кто сегодня начали рассказывать. Внезапно, смотрите-ка, 24-го произошло вторжение, и вдруг все ублюдки-нацики стали уже не такими уж и ублюдками. Президент, этот недоразвитое, это наркоманское существо, стало вдруг нашим и там и прочее. Да. А некоторые вон зализывают ему 5-ю точку каждый день. Вы вообще в адеквате или нет? Конечно, нет. Пока.